Нас так учили, дружба народов, все люди братья. Когда ты приезжаешь на Запад, ты начинаешь понимать, что тут действуют совсем другие правила, тут действуют совсем другие понятия, и ты здесь будешь вечно приезжим, ты будешь вечно чужим. Я сказал: извините, но жена моя беременная, и ей нельзя делать такую работу. Получается, что я тащил плуг, а Катя баранила, и ее соседка рядом стояла и говорила: ты неправильно это делаешь, нужно прям встать на этот плуг и стоять, чтобы он просто полностью зарывался в землю. Ну, вы можете представить себе, насколько это было тяжело. То есть я один рядок прошелся, я думал, что я вообще там кончусь на месте. Я решил пошутить. Я ей говорю: ну все прекрасно, фрау Крюгер. Я говорю: а теперь вы можете открыть окна, двери и хорошенько проветрить. Все обои отвалились. Я думал, она шутит. А вы учились на это? Вы это умеете? Я говорю: спилить елку? Она говорит: да. Она так посмотрела таким испуганным взглядом на меня и говорит: nein, nein, das geht nicht. Нет, нет, так не пойдет, так не делается. Дрова покупать нужно. Вот мы возьмем эти дрова, я их сожгу, тем самым я не заплачу налог государству. Ну, вот так как-то. Привет, дорогие друзья! Перед тем, как я расскажу вам эти две интересных истории, я хотел бы коротко представиться для тех, кто не знает, кто мы такие. Меня зовут Влад, мы переехали 15 лет назад из Германии в Россию, сами родом из Казахстана. Я, жена, дети родились в Германии, у нас 4 детей, все они родились там. Живем мы сегодня в Белгородской области, недалеко от границы, что, конечно же, накладывает свой отпечаток на жизнь. На моем канале я периодически вспоминаю какие-то забавные случаи, интересные случаи из жизни за рубежом. И сегодня я хочу вам рассказать про 2 таких случая и в конце ответить на интересный вопрос: почему наши дети все носят русские имена. В прошлом ролике, подсказочка будет здесь сверху, был дан ответ на то, что мы, несмотря на все трудности, которые порою испытываем и переживаем, скажем, что нормально, да, для обычной жизни, мы не собираемся никуда уезжать, не собираемся возвращаться. Для нас возвращаться в Германию просто неприемлемо. Этот выбор мы сделали вполне осознанно и хотим, чтобы наши дети жили именно в России. И, как я уже сказал, мы живем здесь 15 лет, и за 15 лет не было ни одного глубокого разочарования у нас конкретно. Люди все разные. Я слышал недавно про одну семью, встречался ролик мне, которая приехала в Калининград. Они прожили 7 лет в Германии и решили уехать в Россию. Переехали в Калининград, и через полгода они решили вернуться. То есть такие случаи тоже есть. Безусловно, кому-то не нравится. Все мы люди разные. Нам нравится. Нам нравится жить в России. Есть свои трудности, но не без этого. Первая история произошла в Германии. Я работал там, подрабатывал по выходным не у одной, там у нескольких бабушек. То есть ты подрабатываешь, как правило, садовником, ходишь к ним, прибираешься там, скажем, в саду, во дворе, подметаешь, подрезаешь деревья, там, ветки, чистишь плитку тротуарную и все такое. И раньше за это платили 10 евро в час. Ну, в общем-то, 3 часа отработал, 30 евро хоть на бензин. Ну и, в принципе, 30 литров бензина заработал, да, за 3 часа. И у одной бабушки, ее звали фрау Крюгер, хорошая была, добрая бабушка такая. Я у нее работал в саду, бывало, даже мы вдвоем приходили к ней, работали, я и Катя. Даже один раз мы пахали ей землю плугом. Она попросила Катю тащить плуг, а я должен был сзади идти и вот так вот тащить плуг. Я сказал: извините, но жена моя беременная, и ей нельзя делать такую работу. Тогда она сказала: ну тогда вы поменяетесь. Получается, что я тащил плуг, тащил просто как ишак, тащил его, а Катя баранила, и ее соседка рядом стояла
и говорила: ты неправильно это делаешь, нужно прям встать на этот плуг и стоять, чтобы он просто полностью зарывался в землю. Ну, вы можете представить себе, насколько это было тяжело. То есть я один рядок прошелся, я думал, что я вообще там кончусь на месте. Вот. Но история не об этом, история о том, что однажды она сказала: вот нужно нанять работников, которые могут правильно наклеить обои. А я когда приехал в Германию, я первый год учился на языковых курсах, потом я устроился на работу, где я клеил обои. То есть меня там научили, как это правильно делать бесшовно, чтобы швы совсем не было видно, чтобы обои не отклеивались, как правильно их клеить. Потом все эти моменты я делал замечательно, потому что однажды даже к нам в квартиру зашел хаусмастер и спросил: какую фирму вы нанимали, чтобы наклеить эти обои. Говорит: я швов не вижу. Тогда жена сказала, что это муж клеил, меня дома не было. Он говорит: а он учился на это? Она говорит: ну, он работал в этой сфере. Он говорит, вообще классно наклеено. Вот. Сейчас, я не знаю, может быть, уже столько лет прошло, может, я и хуже клею. Я не знаю, давно не клею. Но тогда у меня получалось это замечательно. Так вот, я этой фрау Крюгер, этой женщине, бабушке этой предложил, говорю: зачем вам кого-то нанимать, когда я вам наклею эти же самые обои? Я говорю: вы купите, и я их вам наклею. Это была у нее кухня. На кухне у нее были старые обои. Я сказал, что их нужно содрать. Вот, и потом, все, когда будет готово, я смогу наклеить новые. А когда они подготовили все, я приехал специально уже как бы с этой целью поработать уже не в саду, а с обоями. Размешал клей, ну и, значит, поклеил обои и все подогнал везде, все сделал аккуратно, красиво. Обои к тому же были не толстые, были тонкие, немножко сложнее, да, вы знаете, клеить тонкие обои, чем толстые. Вот, ну, чтобы они не порвались, то есть если они хорошо раскиснут, то они рвутся потом в руках буквально. Вот, это не флизелиновые, это обычные обои были. И, в общем-то, наклеил, все хорошо, она зашла, говорит: все отлично, мне все нравится, она мне оплатила работу. И уезжая назад, уезжая домой, я сказал ей такую фразу, я решил пошутить. Я ей говорю: ну все прекрасно, фрау Крюгер. Я говорю: а теперь вы можете открыть окна, двери и хорошенько проветрить. На следующее утро она мне звонит и говорит: все обои отвалились. Я думал, она шутит, потому что такого быть не может. Я говорю: в смысле отвалились? Она говорит: они все упали наполовину, короче, вот так вот отвалились сверху, и все упало, все. Я говорю: такого быть не может. Я к ней приехал, посмотрел, смотрю, они все отваленные, и клей тот же, и работа та же самая. И не то, чтобы где-то, знаете, там отошло что-то там, где нужно чуть подмочить и просто валиком маленьким пройтись. А там реально они просто вот так наполовину отвалились. Я говорю: что вы сделали? Что вы вчера вечером делали? Она говорит: я по вашему совету открыла все окна и двери. И я понял, что это просто безнадежно. И если человек не понимает юмора, ну, возможно, да, не все, конечно, понимают, не у всех есть это, то тут это очень сложно. Очень сложно потом объяснить, что это была шутка, а человек скажет: а зачем, почему, какая шутка, где здесь смеяться. И понимаете, все отвалилось, все испортилось. И она после этого нанимала фирму. Другой случай, однажды я был у нее, работал, и у нее росла елка, небольшая, метра 2,50, может быть, елочка такая. И она говорит: эту елку нужно убрать, нужно ее спилить. В общем-то, говорит: хочу фирму нанять, чтобы это сделали. Я говорю: зачем вам это делать? Она говорит: ну, она мне мешает, мне не нравится. Я говорю: нет, я в плане того, что давайте я срублю вам ее, да и все. А сам про себя думаю: так, ну это на час там как раз можно растянуть и, в общем-то, еще 10 евро заработать. А она говорит: а вы учились на это, вы это умеете? Я говорю: спилить елку? Она говорит: да. Я говорю: ну как вам сказать, я говорю: я не учился на это, но я жил в Казахстане, и мы все делали все подряд по хозяйству, и это вообще не проблема, в принципе, срубить елку. Она говорит: просто дело в том, что нужно
все ветки от ствола отдельно отделить, ветки упаковать в мешки, ствол этот надо порезать на кусочки. В земле нужно все это выкопать, и в земле этот корень нужно вырубить. Я говорю, ну, без проблем, я вам сделаю именно так. Она такая говорит, но вы знаете, что ветки нужно в отдельные мешки упаковать, а деревяшки в отдельные. Я говорю, давайте так, я вам ветки упакую в отдельные мешки, а деревяшки мы их аккуратно попилим, положим сушиться, и потом они у вас высохнут к зиме. У вас есть камин? Она говорит, есть. Я говорю, это будет прекрасное топливо, бренхольц, ну, дрова для вашего камина. А зимой, говорю, вы, представьте себе, вы сидите у камина, держите чашечку кофе, наслаждаетесь теплом от камина, а там горят вот эти ваши дровишки, которые мы летом собрали. Представляете? Говорю, перспектива. Она так посмотрела таким испуганным взглядом на меня и говорит, nein, nein, das geht nicht. So geht das nicht. Она говорит, нет, так не пойдет, так не делается. Я говорю, в смысле, что не делается? Я не мог понять, где здесь что не так, где подвох, где я ошибся. И она говорит, дрова покупать нужно. А это, вот мы возьмем эти дрова, я их сожгу, тем самым я не заплачу налог государству. Понимаете? То есть, если я куплю дрова, я заплачу налог, я сделаю все по закону. А если я просто вот эти дровишки свои сожгу, я не заплачу налог с этих дров. Вот так вот, друзья мои. Вот был такой случай, да, еще у той же женщины. Я не хочу сказать, что все замороченные такие. Нет, конечно. Но вот, в принципе, да, чтобы вы понимали, имели немножко понятия. Все-таки менталитет западного человека, он вот такой вот. Это западные немцы. Немцы, живущие в бывшем ГДР, другого толка люди и по-другому размышляют. Там проще все намного. Мне вспоминается еще один момент, когда мы жили в двухкомнатной квартире на 7 этаже. Это был самый верхний этаж. У нас там был лифт. Жили разные люди. Был, в принципе, интернационал, можно сказать. Ну, наверное, больше всего было, наверное, немцев. Было несколько семей русских немцев, несколько семей поляков. Вот. Ну, больше я не помню каких-то азиатских там национальностей, по-моему, их не было. У нас был один сосед такой, он тоже был, ну, судя по всему, не любил русских. И когда мы подходили, причем мы с ним никогда не общались, никогда не разговаривали, он просто знал, он знал по разговору, он слышал нашу русскую речь, и он часто делал следующее. Он видел, что мы идем к дому, мы припарковались, идем к дому, к подъезду. Он быстренько забегал в подъезд, нажимал все кнопки, все 7 кнопок в лифте, нажимал на стоп и убегал. Мы заходили в лифт, нажимаем на наш этаж и смотрим, лифт не едет. Что такое, почему не едет? Я смотрю, кнопка стоп стоит, рубильничек такой. Я раз вверх. Он поднимается до 2 этажа, лифт открывается, стоим, закрывается, едем на 3 этаж. Открывается, закрывается, едем на следующий. Вот он все время нам такое делает. Мы так до 7, это по-немецки 6 этаж у них считается. У них первый считается земляной этаж. Этаж на земле. Он первым не считается, а первым считается, который выше. То есть наш 2, у них 1. Поэтому кнопка была 6 этаж. По факту это наш 7. И вот едешь так до этого 7 этажа, вот так на каждом этаже останавливаешься, открывается. Ну вот такую маленькую подляну, но он любил всегда сделать. Опять же, я не говорю, что это все такие, но мне посчастливилось. Почему посчастливилось? Потому что раньше приходит прозрение, раньше приходит понимание, куда ты приехал, где ты живешь. Раньше приходит осознание того, кто ты. Потому что наши многие приехали, они хотят, и даже многие думают, что это получилось у них, ассимилироваться, раствориться в этом обществе, стать своими.
Но дело в том, что это вам не Советский Союз, где любая национальность, вы помните песню группы Дюна «Это коммунальная квартира». Так вот, вот эта коммунальная квартира, что, Васька мой хороший, вот эта коммунальная квартира, это чисто советский вариант. А на Западе нет такого. Вы знаете, что и в Америке нет такого. Люди живут своими анклавами. Да? Чисто, скажем, какой-нибудь турецкий квартал, японский, скажем, да, квартал для черных. Это вот и во Франции также, да, квартал там для арабов, да, квартал для турков, для турок. В Германии то же самое, есть турецкие кварталы полностью. Вот, поэтому это не то, о чем мы думаем. Нас так учили. Дружба народов, все люди братья. Когда ты приезжаешь на Запад, ты начинаешь понимать, что тут действуют совсем другие правила, тут действуют совсем другие понятия. И ты здесь будешь вечно приезжим, ты будешь вечно чужим. Да, можно выучить язык, или дети, которые выросли там, они говорят на прекраснейшем языке, но знаете, даже нашим племянникам, которые там живут, им частенько говорят: ну вы же русские, хотя они не знают ни слова русского, им говорят: вы русские. Вот, вы понимаете, то есть в каком это поколении может куда-то уйти, я не знаю. Может быть, в Америке с этим проще как-то, но в Европе именно так, в Германии в частности, это именно так. Вот. Чего, мой хороший? Ай, ты красавчик. Ай, ты мой хороший. Ты вот что ластился, да? Ты хотел, чтобы тебя на ручки взяли? Ты красава такой. Сонька убежала, да? И поиграть не с кем. Красавчик. Привезли нам котенка, помните, маленького? Такой знатный котяра вылез, такой, добрый котяра такой. Мышек ловит такой, добрый, спокойный кот такой. Ну а теперь, друзья, я отвечу на вопрос, который мне задали в комментариях, почему у наших детей у всех имена русские. Я думаю, человек, который задавал вопрос, это была женщина, мне кажется, это была русская немка. Ей просто было очень интересно, как так, почему, если мы русские немцы, то почему мы назвали именами именно русскими. Дело в том, что, наверное, на этот вопрос очень простой ответ. Мы собирались, мы планировали, мы мечтали уехать в Россию. Поэтому все наши дети, у них русские имена, фамилия, да, немецкая, но имена все русские. И они все говорили по-русски. Они у нас старшие, когда мы приехали, маленькие такие малыши были совсем, а старшие у нас могли читать и писать по-русски. Пусть печатными буквами, но у них это получалось. Поэтому, друзья мои, конечно, мы назвали наших детей русскими именами. Ну, на этом, наверное, все. Ролик получился не такой большой. Я напоминаю вам, что мы есть в Телеграме, мы есть в Максе. Подписывайтесь, друзья, у кого работает Телеграм, там посты ежедневно выходят. У кого не работает Телеграм, есть Макс, там выходят такие же посты. И порой что-то новое, что-то более интересное. Мы будем вас ждать. Также наши ролики выходят в Рутубе, на ВК и на Бусти. На Бусти, друзья, там для платных подписчиков. Ролики там они смотрят первыми. То есть любой ролик выходит там в первую очередь. И подписчики Бусти видят его за один день, как правило, на один день раньше, чем подписчики Ютуба. Все, друзья, на этом всем большое спасибо. Хорошего вам дня, мирного неба, не болейте. Всем пока-пока.